Срочное обращение к НАТО. Венгрия обращается за помощью. Реальная угроза для страны. Орбан напуган. Что случилось? Запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Кремль повышает ставки. Ядерная риторика возвращается. Россия и Китай вступили в ожесточенную борьбу за Казахстан. На каком фронте и кто победит? Китай вступил и в другую войну. Речь о масштабном конфликте. Где именно и чем чревато? Взрыв на военной базе. Более 11 погибших. Армия перекрывает район. Больницы перегружены. Концлагеря возвращаются в Беларусь. Такого вы еще не видели. Интернет бурлит от увиденного. Соцсети в шоке. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Пожали друг другу руки и обсудили, как давить на Россию. Зеленский в Ватикане встретился с госсекретарем и вице-президентом США, тем самым, с которым у него не сложилось во время легендарной встречи с Трампом в Белом доме. Хорошая встреча с вице-президентом США Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио в Риме. Обсудили переговоры в Стамбуле, куда россияне направили делегацию. Я подтвердил готовность Украины к дипломатии и подчеркнул важность как можно более скорого прекращения огня. Также затронули необходимость санкций против России, двустороннюю торговлю, оборонное сотрудничество, ситуацию на фронте и обмен пленными. Давление на Россию должно продолжаться. Все кругом говорят о мире, и новый Папа Римский не стал исключением. Мученическая Украина по-прежнему ждет начала переговоров о справедливом и прочном мире. Глава государства города Ватикана жмет руку Зеленскому во время личной аудиенции и предлагает святое место в качестве возможных переговоров. Однако на фоне всех этих разговоров о мире Россия, как мы сообщали в предыдущем выпуске «Ну и новостей», резко увеличила число атак и идет еще дальше. По данным украинского ГУР, оккупанты минувшей ночью готовили запуск межконтинентальной ракеты, что может говорить о попытке ядерного шантажа. По данным украинской разведки, демонстративный запуск МБР «Ярс» с мобильной установки в Свердловской области формально учебный, но его цель очевидна. Ядерный шантаж, психологическое давление на Украину, НАТО и ЕС. Дальность полета указанной трехступенчатой твердотопливной ракеты составляет более 10 тысяч километров. По данным ГУР, запуск был поручен ракетным войскам стратегического назначения РФ. Москва хочет таким образом усилить напряжение в Европе и сорвать дипломатические усилия Стамбула. Ранее в США уже предупреждали своих граждан в Украине о риске крупных ракетных ударов в течение мая. А 12-13 мая Россия закрывала воздушное пространство над полигоном Капустин-Яр, что также рассматривалось как подготовка к запуску баллистических ракет. Теперь Москва повышает ставки и снова играет в демонстрацию ядерных мускулов. На фоне переговоров, давления, санкций и потерь на фронте. Что думаете, получится? К чему приведет? Пишите в комментариях. Польша выбирает вектор. В первом туре президентских выборов лидирует мэр Варшавы Рафал Трzaskowski, кандидат от проевропейской гражданской платформы и соратник действующего премьера Туска. Выходит в финал с опережением. Каждые выборы – это праздник демократии. Выборы президента Польши имеют огромное значение, потому что мы выбираем человека, который будет представлять всех полек и поляков. Я очень рад, что мы смогли принять участие в этих выборах и проголосовать, как каждый год, и, конечно же, призываю всех голосовать. Его соперник Кароль Навроцкий, поддержанный правой партией «Право и справедливость», а также Трампом и антиевропейским Симеоном из Румынии. На третьем месте ультраправый Менсен из Конфедерации. Второй тур 1 июня. Все решит явка. Если побеждает Трzaskowski, правительство и президент работают в одной связке. Если Навроцкий, ПиС готовится к возвращению, что может привести к отдалению Польши от ЕС. Корреспонденты «Нехта» следили за ходом голосования и избирательной атмосферой на улицах Варшавы. Активное участие в выборах принимали и новые польские граждане, в том числе из стран, где царит диктатура, а выборы десятилетиями являются фарсом. Да, для меня это очень важно, потому что это первые выборы, в которых мой голос действительно что-то значит, и во второй туре будет возможность, чтобы проголосовать, скорее всего, на кого-то из главных. Поэтому сейчас хочется дать возможность другим партиям. Россия не рожает, а когда рожает, статистику прячет. Все больше тайн из-за войны. После того, как правительство России засекретило треть бюджетных расходов, о чем рассказывала уже команда «Нехта», очередь дошла и до данных статистики. После 25 лет стабильности и 10 лет войны рождений в России минимум за 200 лет.
В прошлом году там родилось 1 220 000 детей. Это уже антирекорд с конца 90-х. А в начале этого года стало еще хуже. За январь-март родилось на 11,5 тысяч детей меньше, чем за те же месяцы годом ранее. И что делает власть? Засекречивает. В Росстате исчезают данные по рождаемости, смертности, бракам и разводам. В апрельском отчете пусто. Росстат закрыл данные по числу рождений и смертей за март, в том числе по регионам, в ходе подготовки к апрелю, ведь число умерших выросло в нем на 15% к апрелю 2024. Это большая новость. Фактически в России, начиная с марта 2025, почти отсутствует публичная демографическая статистика. Но даже то, что успели зафиксировать региональные ЗАГСы, жутко. Смертность плюс 40% в Амурской области, плюс 39% в Архангельской, плюс 30% в Забайкалье. 165 тысяч умерших в апреле всего, почти как в пике ковида, но официальной пандемии нет. Что тогда убивает? При этом, напомним, Путин зовет рожать по 8 детей. Будем и дальше, безусловно, создавать все условия, чтобы в российских семьях рождалось как можно больше детей. В семье, где растут 3 или больше детей, должна, безусловно, стать нормой, естественным образом жизни. А вице-премьер винит во всем салоны красоты. Мол, медики ушли делать ресницы, поэтому некому спасать жизни. Нехватка врачей и среднего медперсонала в России, которая достигла почти 90 тысяч человек, обусловлена уходом кадров. Должна сказать, что отток идет и в частные медицинские организации. А с точки зрения среднего и младшего медицинского персонала, отток идет в фитнес-центры, в косметические салоны, в индустрию красоты. Только вот детей уже нет, врачей нет, денег нет и правды нет. Не рождаются ни новые идеи, ни новые люди, а осталась только статистика. И та под грифом «Россия не рожает, Россия вымирает». А Кремль молча наблюдает за всей этой движухой. Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно. Застой. Хочется движухи. Да кто же в этом виноват? Самые честные ответы, разумеется, только у нас в комментариях. То, что реально думает народ. Пишите, смотрите. Венгрия решила обратиться в НАТО за помощью. Все из-за злой Украины. Говорит, развернули против нее здесь целую клеветническую кампанию. Как, мол, так можно? Премьер Венгрии Виктор Орбан обратился напрямую к генсеку НАТО Марку Рютте с просьбой вмешаться. Мол, Украина, внимание, не член Альянса, устраивает дезинформационные атаки на страну-члена НАТО. Будапешт вопит. Я сказал генеральному секретарю НАТО, что считаю неприемлемым, что против Венгрии, страны-члена НАТО, государство, не являющееся членом НАТО Украина, проводит дезинформационную клеветническую кампанию, организованную спецслужбами. На фоне всего этого Венгрия резко активизировалась и внутри страны. Орбан анонсировал закон, запрещающий иностранное финансирование партий и СМИ, а МИД Венгрии объявил о высылке 2 украинских шпионов, якобы работавших под дипломатическим прикрытием. Страна продолжает играть свою партию в ЕС и НАТО, регулярно делая реверансы в сторону Кремля и создавая конфликты с Украиной. Теперь еще и требует, чтобы Альянс вмешался в ее обиду. Кто бы мог подумать, Орбан — главная нежная фиалка блока НАТО. А что вы думаете, им самим не смешно? Пишите в комментарии, уже очень хочется обсудить. Россия против Китая. Кто заберет Казахстан? В тихой торговой статистике разгорается новая битва за влияние. РФ снова вышла в лидеры по экспорту в Казахстан, обогнав братский Китай. В первом квартале этого года доля составила 29,1%, обогнав китайскую более чем на 2%. На фоне этого жесткий обвал казахстанского экспорта, минус 11,5% всего. Нефть в минус на 21%. Экономика республики проседает, и в этот момент Москва и Пекин усиливают свое давление. Россия давит через энергетику и транспорт, Китай через инфраструктуру, инвестиции и технологии. На кону не просто торговые графики, а ключевая точка Евразии между ЕАЭС, Китаем, США и ЕС. И вопрос уже не в том, кто поставляет больше товаров, а кто напишет правила будущего Казахстана. Астана пока балансирует. Но долго ли получится? Кто победит, Си или Путин? Ваши ставки принимаем в комментариях. Китай, по сути, вступил и в другую войну, более горячую. Не напрямую, разумеется, он активно вмешался в конфликт между Пакистаном и Индией, предоставив Исламабаду поддержку в области ПВО и спутниковой разведки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Минобороны Индии. По данным военных, Пекин помог перестроить пакистанские радары и скорректировал спутниковое покрытие над Индией, помогая отслеживать передвижение войск и авиации в режиме реального времени. Если эти сведения подтвердятся, речь идет о прямом участии Китая в крупнейшем военном противостоянии Южной Азии с риском перерастания в региональную войну с глобальными последствиями.
Трагедии в небе, столкновения вертолетов и падение с истребителя, день серьезных аварий в воздухе. 5 человек погибли при столкновении 2 вертолетов над Финляндией. Оба борта летели из Сталина. На борту были бизнесмены, но не долетели. Вертолеты столкнулись в воздухе, один вспыхнул и упал. Обломки нашли в сотни метров друг от друга. МИД Эстонии подтверждает, все погибли. Причины пока не ясны. Один из вертолетов, к которому мы добрались первым, загорелся во время падения и продолжал гореть, когда спасатели прибыли на место. Вертолет был сильно поврежден и охвачен огнем. Тогда мы и приняли решение, что спасти находившихся на борту невозможно. Мы нашли второй вертолет, и сотрудники скорой помощи констатировали смерть всех, кто находился на борту. Оба вертолета упали в густом еловом лесу на расстоянии около 100 метров друг от друга. А тем временем над Челябинском еще один полет пошел не по плану. Во время шоу у одного из истребителей авиационной группы, внимание, высшего пилотажа «Стрижи» отвалился топливный бак. Прямо на глазах у зрителей. МЧС успокаивает, бак был пустой, все нормально. Нормально — это когда от боевого самолета что-то падает прямо во время демонстрации. Это уже, извините, не шоу, а потенциальное ЧП. Они летели рядом, походу один. Это падает самолет. Но это еще не все. Сразу 2 самолета одной авиакомпании С-7 сломались в воздухе за сутки. Один рейс из Горно-Алтайска в Москву экстренно сел из-за отказа двигателя. Другой из Новосибирска в Иркутск вернулся после неисправности шасси. Никто не пострадал, оба борта отстранены. На фоне санкций и нехватки запчастей такие инциденты в России уже не редкость. В 2024 году зафиксировано более 200 авиаотказов. Каждый второй связан с поломками двигателей или шасси. Воздух все чаще становится опасной зоной. Что не так с контролем? Или просто отваливается все, что еще держится. Взорвал себя прямо в очереди к военкомату. Толпа молодых парней стояла у ворот базы, чтобы попасть в армию. Очередь, жара, автобус проезжает мимо, и вдруг резкий хлопок. Из тук-тука выбегает человек и взрывает себя в толпе новобранцев. Крики, густой дым, тела на земле. Минимум 11 погибших, более 30 раненых. Часть в тяжелом состоянии. Армия перекрыла район, больницы перегружены. 4 с черепно-мозговыми травмами находятся в реанимации и ждут операции. Мы надеемся на их восстановление. Это произошло не на фронте, а в столице Сомали, Могадишо. Ответственность пока никто не взял, но методы типичные для Аш-Шабаб. Сомали не просто дальняя бедная страна. Это один из ключевых узлов афганской войны, где активно работают российские ЧВК. А оружие из Восточной Европы давно на потоке, от старых складов до обхода санкций. Такие взрывы не локальный террор, а часть глобальной игры. Здесь тестируют схемы, обкатывают людей, разыгрывают геополитику. Сегодня Сомали, завтра может быть Грузия, Балканы, Ближний Восток. В Беларусь вернулись концлагеря. Нет, не в переносном смысле. Все по-настоящему. С хлебом из опилок, лагерями на площадях и мертвыми школьниками на асфальте. Эхо 9 мая до сих пор не утихает. В сеть сливают видео одно страшнее другого. Дети войны, маленькие герои с большими подвигами. Они слишком рано стали взрослыми. Солигорск, центральная площадь, имитация нацистского концлагеря. Люди в полосатых робах, конвоиры с кнутами, сценки с загоном узников за колючку. Дети смотрят, взрослые снимают, толпа аплодирует. Другой город — школьный флешмоб. На асфальте дети в форме, изображающие мертвых солдат. Женщины вокруг инсценируют оплакивание под музыку. Все это воспитание патриотизма. Тюрьма не метафора, а сценография. Минск. Фестиваль «Наша победа». Посетителям предлагали дегустацию хлеба из фашистских концлагерей. Состав без шуток: сено, древесные опилки, жмых, кормовые добавки. Труднее всего было найти ингредиенты, объясняют организаторы. В стране, где настоящие узники сидят по подвалам, сценой становится асфальт, а память подается с опилками. В голове моей опилки, да. На военный парад в Гродно притащили козу и ряженых. Но коза и та оказалась умнее, попытавшись сбежать от этого позора. Концлагерь как шоу, голод как опыт, победа как ТикТок. Беларусь не помнит, она делает вид. Отдельное спасибо, что смотрите, досматриваете до конца, и спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. Прекрасного вам и продуктивного дня. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.